На повестке дня сегодня Яндекс. Внезапно, после постановления правительства России о предоставлении круглосуточного удаленного доступа ФСБ к агрегаторам такси, занервничали спецслужбы почти всех государств, где работают сервисы Яндекс. Мы не знаем, есть ли тут связь, но спустя 1,5 года войны сооснователь Яндекса Аркадий Волош выступил с явным и недвусмысленным ее осуждением. Давайте попробуем разобраться и понять, что собой сейчас представляет Яндекс и как он дошел до такой жизни. Как самые умные и талантливые люди умудряются не заметить момент, когда начинают служить злу. Яндекс сейчас это самая опасная компания. По-своему даже удивительно, что посредством санкций с западных рынков выкинули множество безобидных и безвредных российских компаний. А Яндекс, который сливает спецслужбам вообще все данные и позволяет бесконтрольно следить за любыми своими пользователями, и об этой его деятельности всем все известно, так вот с такими вводными Яндекс продолжает работать в 20 стран. О миллионах пользователей из этих стран Яндекс, а значит и российские спецслужбы, знают все. Как их зовут, какая у них банковская карта, уровень их дохода, где они живут и куда ездят. Знают членов их семей, знают, есть ли у них дети. Если политический мигрант или любой другой человек, интересный российским властям, или каким-нибудь другим властям, сотрудничающим с российскими. Так вот, если такой человек регулярно пользуется сервисами Яндекса, то за ним даже не надо устанавливать наружку. Ведь за юзером Яндекса можно следить виртуально, почти в реальном времени. А если кому-то хватает ума пользоваться не только офлайновыми сервисами вроде такси, доставки и самокатов, но еще и онлайновыми, поисковиком, почтой, диском, то российские спецслужбы о таком человеке будут знать больше, чем родная мать. Нет вообще никаких сомнений, что примерно с начала 10-х годов Яндекс не особо сопротивляется доступу спецслужб к данным пользователей. Первый большой скандал по этому поводу случился еще в 2011 году, когда донором Роспила, деньги на которые Навальный собирал через Яндекс.Деньги, стали массово названивать члены движения «Наши». В 2019 году российская полиция использовала данные Яндекс.Такси о поездках Ивана Голунова, чтобы подкинуть ему наркотики. Тогда же сервис был временно заблокирован в Латвии. Формальным поводом стала ненадлежащая регистрация компании, а реальной же причиной послужило признание Яндекс.Такси в передаче данных зарубежных пользователей российским спецслужбам. То есть сервис, формально принадлежащий голландской компании, зарегистрированный и работающий в стране Евросоюза, официально сливал данные о пользователях правоохранительным органам третьей страны. Страны явно недружественной и не скрывающей своего враждебного отношения. О ком Яндекс сливает персональную информацию? О депутатах, министрах, главах корпораций. Очевидно, обо всех, у кого в телефоне есть черно-желтый ярлычок. Так было всегда, но это почему-то никогда никого не волновало. Вот уже 1,5 года западные правительства высматривают аффилированных с Россией частных лиц и докапываются до мышей. То, что Яндекс до сих пор без проблем работает, в том числе и в странах ЕС, это просто насмешка над всей санкционной политикой. Хорошо, что наконец-то зачесались, но невозможно поверить, что только сейчас. Давайте на этом месте сразу разберемся с этическим вопросом. Хорошо ли в таких терминах обсуждать выдающуюся российскую IT-компанию, уникальный пример локального сервиса, который на равных конкурирует с Гуглом? К сожалению, это неотъемлемое свойство режимов, таких как наш. Превращать в говно любые, даже самые замечательные достижения. Яндекс — это редчайший случай, когда невероятно талантливые предприниматели встретились с одаренными инженерами и программистами. Причем случилось это во второй половине 90-х, в момент максимальной экономической свободы. В отличие от прочих локальных игроков, Яндекс никогда не сидел под протекционистской защитой. Его не сторожил великий китайский фаервол. Яндекс — это символ свободы предпринимательства. Результат, которого может добиться человек, если его не бить по рукам государственным дрыном. Ведь все успехи Яндекса случились только и исключительно потому, что государство до поры до времени игнорировало существование интернета. Как только государство обратило внимание на интернет, все то, что делала Яндекс, выдающейся компанией, сделало его опасным и непригодным к использованию. Яндекс.Новости из удобного отражения реальной повестки превратились в один из самых токсичных источников пропаганды. Все сервисы Яндекса, так или иначе работающие с личными данными, стали прямым способом написать на себя донос. Обвинять в произошедшем руководство компании или нет – вопрос сложный.
С одной стороны, можно сказать, что у них не было выбора, потому что мы знаем, что происходит с качающими права предпринимателями и их компаниями. Но с другой стороны, Яндекс в последние годы очень активно монетизировал свою близость к государству. В частности, минуя все антимонопольные ограничения, поглотил едва ли не весь российский рынок такси и доставки. Выставлять в данном случае Яндекс и его начальство чистой жертвой неверно. Никто их не спрашивал, хотят ли они стать государственной компанией. Но они уж точно не страдали в этом качестве и не пытались ничего с этим поделать. Что они могли с этим сделать? Например, при появлении первых сигналов, что их будут превращать в, по сути, шпионско-доносчическую организацию, они могли, например, просто уехать за границу всем менеджментом. Закрыть офисы в Москве, открыть другие, в тех же Нидерландах, например, или в других странах, тогда было все открыто. И помахать ручкой российскому государству вместе с его ФСБ. Да, они многое бы потеряли и точно не поглотили бы весь рынок доставки и такси. Но существенную часть своих активов они бы сохранили. Это тяжелый сценарий, но он был возможен. Однако выбрали не его. Вместе с тем проговорим, что Аркадий Волош и другие топы Яндекса, конечно, не подписывались заниматься политикой и бороться с российским государством. Они выбрали путь наименьшего сопротивления. Но то, что они перед таким выбором вообще оказались, это проблема государства. Так что отчасти жертвами можно их назвать, и вполне себе обоснованно. В этом-то и главная засада. Режимы типа нашего не просто достижения людей превращают в мусор, но они ставят самых выдающихся людей в такое положение, которое поощряет самые дурные поступки. Оно постоянно ставит их перед выбором – сохранить свое дело, приумножить свои достижения или пойти на принцип и, в общем-то, проиграть. Потому что если ты вынужден отказаться от российской части Яндекса, то там речь идет не столько о деньгах, сколько о том, что ты бросаешь дело всей своей жизни. Понятно, что зарубежный Яндекс в отрыве от российского рынка никогда бы не стал столь великим. Он был бы успешной технологической компанией, вопросов нет. Но это был бы уже просто бизнес, просто заработок на технологиях. Но совершенно очевидно, что Яндекс создавали не для того, чтобы купить себе яхту и самолет. Яндекс создавали, чтобы мир менять, а зарубежный его осколок на это уже никогда бы не претендовал. Что касается нынешнего поведения Воложа, то его попытки скрыть свою связь с Россией – это… даже я не знаю. Очень плохо, когда взрослые люди ведут себя так, как будто им 4 года. Назвать себя израильским бизнесменом казахстанского происхождения – это просто такой постыдный детский сад, что как-то становится неловко даже на это смотреть. Но очень хорошо, когда люди вовремя останавливаются и говорят открыто и недвусмысленно. Прямо называют зло злом. Да, спустя 1,5 года молчания, да, спустя с оговорками, но все же сказано все четко, ясно и хорошо. Можно долго гадать о мотивах такого поступка Воложа. Возможно, судьба Олега Тинькова, который смог избавиться от санкций, заняв четкую позицию, сыграла тут свою роль. Тем не менее, надо отметить, Аркадий Волош – крупнейший российский IT-бизнесмен, который явно высказался против войны. И это очень хорошо. История Яндекса и Аркадия Воложа лично – это история про тщетность тех самых малых дел в авторитарных режимах. Не получится посреди разрухи вырастить свой цветущий сад. Государство обязательно залезет в него и все перетопчет. Яндекс, как и некоторые другие крупные российские IT-компании, это ведь был такой кусок Запада внутри России. Западное представление о корпоративной культуре, об уважении к правам и достоинству человека, к условиям труда. Помните ту статью «Медузы» про сотрудников Яндекса, которые просто пишут код и хотят, чтобы от них отстали? Это на самом деле очень объяснимая позиция, ведь они живут в изолированном оазисе благополучия. Компания о них заботится, отлично платит, строят красивые офисы, вкусно кормят. Они живут не в России, они живут именно что в Яндексе. Их образ жизни ничем не отличается от коллег из Microsoft или Google. В таких условиях может сложиться иллюзия, что происходящее за стенами офиса не твоя проблема. Что ты должен просто хорошо делать свою работу, просто создавать отличные условия. Что друг с другом вы просто проживете в этом бункере. Пусть снаружи менты бьют людей, пусть идет война, но ни то, ни другое к вам не проникнет. И, конечно, простые сотрудники Яндекса из этого бункера постоянно выходили. Очень много участников наших компаний, сторонников, жертвователей были именно сотрудниками Яндекса. У людей, работающих там, был огромный запрос на то, чтобы поправлять дела в стране, и в личном качестве они активно этим занимались. И риски на себя брали.
И их били менты часто. Однако от руководства компании поддержку они в этом не получали. Руководство держало компанию аполитичной, выполняющей четко все российские законы, и даже иногда идущей впереди паровоза и выполняющей неформальные пожелания. И объяснялось это всегда тем, что если так не сделать, то этот оазис будет разрушен. В него придут люди с автоматами, всех повяжут и все сломают. И некоторое время так жить можно. Можно взращивать только свой оазис, свой маленький анклав благополучия. Но это конечная история. Авторитарная власть не допустит, чтобы внутри ее страны существовало нечто странное, независимое, самодостаточное и неподконтрольное. Чем более вы преуспели в своем малом деле, тем более страшным оружием в руках злонамеренного государства станут результаты вашего труда. И сейчас мы это видим. Не очень сложно угадать последствия, если лучшие люди страны исключают себя и свою организацию из политики, а вся власть оказывается в руках социальных отбросов. Если у нас есть тут какая-то надежда, то она в том, что подобное происходит в последний раз. Что нынешний опыт и пример людей, чьи достижения обернулись на службу зла, людей, которые потеряли все и вынуждены стыдливо подтирать свою биографию, такой опыт станет столь горьким и грозным воспоминанием, что нам не придется повторять его уже в постпутинской России. Что идти на поводу у беззакония, прикрываясь тем, что ты вне политики, просто бизнесмен, что у тебя люди работают, и вообще надо сохранить компанию, такое поведение станет просто неприличным. Все наконец-то поймут, сделки с дьяволом бессмысленны. Он всегда обманет, а ты все потеряешь самым жестоким образом. До завтра.